Задают вопрос, что ты думаешь об украинской революции? Дорогие друзья, никакой революции на Украине нет. Революция – это смена общественной формации. Была монархия, стала буржуазная республика. Это революция. Была буржуазная республика, на смену пришел коммунизм. И это революция. А вот на Украине ни о какой смене общественного строя речь не идет. На Украине одна часть элиты успешно отгоняет от государственного корыта другую часть элиты. Это называется государственный переворот. Не так давно, в исторической, понятно, перспективе, Украина обрела независимость. После чего на Украине была объявлена демократия, главным условием которой, как теперь известно, являются свободные выборы из 2 и более кандидатов. Все могли наблюдать за деятельностью президентов Кравчука, Кучмы, Ющенко, Януковича. И все шло хорошо, но внезапно выяснилось, и не только на Украине, что свободно выбранные граждане почему-то воруют и живут в свое удовольствие, откровенно наплевав и на страну, и на выбравший их народ. Вот что при таких раскладах происходит в идеальной демократической стране? Не оправдавшего надежд руководителя законным путем отстраняют от власти и проводят новые выборы. А что происходит на Украине? А на Украине происходят государственные перевороты. Сейчас мы наблюдаем уже второй. Надо заметить, что когда повсеместно начались демократические выборы, внезапно выяснилось, что для проведения этих самых выборов нужны деньги. И, соответственно, у кого деньги есть, тот и выдвигает кандидатов. Ситуация «я хороший парень, я умею руководить, выберите меня» она невозможна. Для того, чтобы избираться, нужны деньги, кандидату нужна финансовая поддержка. Поэтому, чем больше денег у того, кто финансирует выборы, тем перспективнее кандидаты. Подчеркиваю красным. Кандидатов спонсируют и выдвигают люди при деньгах, а никакой не народ. Что бы и кому бы при этом ни казалось. Нет денег – гуляй. Тут бы гражданам задуматься, а кого вообще выбираем? Почему, если нам нужен сантехник, мы ищем профессионала? Почему, если нам нужен врач, мы ищем хорошего профессионала? Почему, если мы хотим как следует поужинать, мы идем в ресторан к хорошему шефу? И почему, как только речь заходит о самом важном, об управлении государством, мы бежим голосовать за каких-то горлопанов, не имеющих к управлению никакого отношения? Но это для граждан слишком сложно. У них на уме только свобода и выбор из 2 и более кандидатов. Ну и далее поехало. Как только выборы, так в телевизоре на радость обывателям беснуются городские сумасшедшие и откровенные шизофреники. Кто кого переорет, на кого больше вывалят компромата. Идут горячие обсуждения в стиле кухни в коммунальной квартире. А он, а она, иди ты. А тем временем вопросы выдвижения на избрание решаются в тихих кулуарах, а вовсе не орущими в телевизоре и на площадях гражданами. Само собой, даже большие деньги срабатывают не всегда. Вот группировка внутри элиты захотела пропихнуть в президенты Ющенко. А его взяли и не выбрали, не прокатило. Другая группировка более умело пропихивала своего кандидата Януковича. Ну и чё? Все бросить и дать выбрать не пойми кого? Нет, в таком случае вопрос решается путем государственного переворота. Вот так и вышло на Украине в 2004 году, когда с помощью оранжевого государственного переворота привели к власти Ющенко. Деньги, ясен пень, сыграли в этом решающую роль. Вот ты попробуй построить городок
на десятки тысяч человек, попробуй организовать регулярное горячее питание, привези и поставь туалеты, организуй вывоз фекалий, привези и поставь палатки, организуй силы поддержания правопорядка, подтяни докторов, раздай всем одинаковую одежду, дай каждому флаг в руки, повесь барабан на шею. Это годы подготовки и десятки миллионов долларов. Но с точки зрения идиотов все происходит само собой. Это бабушки вынесли из дома пирожков покушать. Кстати, в плане логистики все это было совершенно очевидно устроено специалистами с Запада, скорее всего, армейскими, а никак не экзальтированными клоунами с Украины. Ну, в общем, в результате оранжевого государственного переворота, организованного с помощью Майдана, к власти незаконно привели Ющенко. И это никого не парило. Ну и что незаконно? Главное, наступила свобода и прочий бред. А когда всенародно избранный Ющенко проявил себя как руководитель в полную силу, доведя Украину до ручки, на смену ему все та же другая олигархическая группировка таки привела на должность президента Януковича. Народу в очередной раз предложили выбрать из богатого ассортимента известной субстанции вполне конкретное говно. Янукович быстро понял, что ручка находится вовсе не там, куда привел Украину Ющенко. И повлек Украину еще дальше, в неведомые глубины анального отверстия. Попутно, конечно, не забывая обогащаться как лично, так и всей семьей. Это, кстати, нормально для всенародно избранных руководителей. В свободной стране они могут творить что угодно и ни за что не отвечать. Систем контроля нет, потому что контроль – это тоталитаризм. Так что воруй не хочу, ломай, экспериментируй и ни за что не отвечай. Но подобное поведение демократически избранных правителей свободных граждан почему-то бесит. Это потому, что обычные граждане при капитализме воровать не могут. Воровать может только руководство, и оно ворует в полную силу. Непричастные к воровству граждане начинают проявлять недовольство своим любимым кандидатом. Они ведь думали, что он хороший, а он, оказывается, вон какой. В народе зреет недовольство, и тогда недовольная существующим раскладом часть элиты начинает это недовольство подогревать. И через подконтрольные демократические СМИ выводить граждан на улицы. И вот уже посреди Киева собрался очередной Майдан. Вышедших снова надо кормить, поить, обувать, одевать, водить в туалеты. Снова подвоз еды, снова вывоз фекалий. Но на этот раз уже в течение 3 месяцев. Очевидно, в этот раз западных специалистов по логистике подтянуть не удалось. Желающие могут прикинуть, в какие средства ежедневно обходится содержание толпы в десятки тысяч человек. И подумать, у кого такие деньги на Украине есть. Кто такие деньги дает и что рассчитывает за эти деньги получить. Деньги дают, кстати, наличностью, не уплатив налоги. То есть в очередной раз обокрав государство, за законность внутри которого все вышли постоять на Майдан. Перед законом все равны, но те, кто организует Майданы, равнее. Поразительно, но так называемая оппозиция не выдвигала никаких социальных требований. Не обещала народу вернуть у этого самого народа украденное. Не обещала повысить уровень жизни. Она обещала вступить в Европу. Это вот зачем? А будете ездить за границу без визы. Ездить за границу без визы – это прекрасно. Только вот жрать-то что? Вот, к примеру, поляки ездят за границу без визы. В Польше безработица, и поэтому даже в Ирландии все чернорабочие и сантехники – поляки. Ну а что, виза есть, удобно. Дома-то денег не заработаешь, там работы нет, все закрыто. Но стоящих на Майдане от таких перспектив прет. Ну как же, они вот-вот станут европейцами. Изрядная картина. Осел, бегущий за подвешенной перед носом морковкой.
Невооруженным глазом видно, никакая это не революция, а противостояние двух банд олигархов. Одни олигархи из группировки Януковича, а другие наоборот. А недовольные граждане, стоящие на Майдане, всего-навсего прикрытие, за которым не видно кукловодов-манипуляторов. Само собой, всю движуху активно поддерживают неполживые демократические СМИ, которые, как известно, все делают по велению сердца, а не по команде хозяина и вовсе не за деньги. Репортажи идут один за другим. В аэропорту Борисполя приземлились самолеты с русским спецназом. В Киев прибыл отряд «Витязь». К Майдану подходит чеченский ОМОН. Открыты все тюрьмы. Уголовники бегут резать всех, кто за свободу на Майдане. То есть по команде излагают ровно одну точку зрения, за которую заплачено. И никаких других СМИ, кроме продажных, на Украине за 20 лет почему-то не сложилось. Так что на всем протяжении очередного Майдана рукопожатные украинские СМИ освещали ровно одну точку зрения, угодную организаторам и руководителям государственного переворота. Возникает вопрос, являются ли вышедшие на улицы граждане выразителями народной воли? По слухам, на киевском Майдане собралось около 40 тысяч человек. Это примерно 0,01% от населения Украины. Имеют ли право данные граждане навязывать свои желания и свои решения всему народу Украины? Но с точки зрения закулисных организаторов очень даже имеют и навязывают. А являются ли их требования законными? С точки зрения закулисных организаторов очень даже законные. Потому что законно только то, что нравится заказчику. Не следует забывать, что государственные перевороты всегда спонсируются в том числе из-за границы. Идиоты из числа майдаунов постоянно визжат, что никаких денег от Госдепа США они не получают. А Госдеп, не таясь, сообщает, что за отчетный период выдал украинцам на пропаганду 5 миллиардов долларов США. И это только официально. То, что привозят в чемоданах спецслужбы и впоследствии раздается наличностью, смело умножай на 5. Ну, не зря ведь площади посевов опиумного мака в оккупированном Афганистане увеличили в 40 раз. Или это лично тебе не досталось денег? Так это потому, что ты дурак. А деньги получили и присвоили твои руководители, особо яркие патриоты. В общем, на этот раз организацией занимались люди не сильно умелые. Месяц стоят, второй стоят, проку ноль. Менты то набегут, то убегут. Майдауны то нападут, то отступят. От наскоков обеим сторонам никакого толку. Милиционеров били камнями. Не помогает, в ответ никто не стреляет. Милиционеров обливали бензином и поджигали заживо. Не помогает. Не стреляют они по толпе, и все тут. В полную мощь заработали неполживые СМИ. В аэропорту Борисполя приземлились самолеты с русским спецназом. В Киев прибыл отряд «Витязь». К Майдану подходит чеченский ОМОН. Открыты все тюрьмы. Уголовники бегут резать всех, кто за свободу на Майдане. Все как в 2004 году. Но что-то опять не срабатывает. Ну и тут дело ясное. Пора пускать кровь. Ибо только массовые убийства, в организации которых надо обвинить милицию, могут оправдать государственный переворот в глазах электората. Только массовые убийства могут сплотить толпу. А проклятая власть приказала милиции стоять без оружия. И тогда к решению вопроса подтягивают украинских националистов. Это граждане Украины, возвращенные на ненависти к России и к русским. Это наследники ветеранов СС и поклонники Степана Бандеры, состоящие в нацистских организациях, устроенных по военному образцу. Иерархия, дисциплина, строгое подчинение. Эти не строят заводы, не работают в колхозах. У них лагеря в лесах, постоянные тренировки. Все силы уходят на подготовку к перевороту, захвату власти и гражданской войне. Наметился Майдан, шанс не будет упущен.
Спускается разнарядка о количестве и качестве контингента, который должен выехать на Майдан. Обозначается длительность пребывания, род занятий на местах. Ну и далее строем из песней понеслась. Там нет никаких гражданских инициатив. Там действуют строго по приказу. Не получилось в прошлый раз. Получится в этот. Кстати, за нацистами обязана следить государственная безопасность. Но украинская СБУ следит за ними так, что нацисты на Украине чувствуют себя великолепно. Что неудивительно для СБУ, личный состав, который готовят и курируют профессионалы из ЦРУ. Очевидно, нацисты им для чего-то нужны. И вот час настал. Устав ждать, украинские нацисты принялись без затей отстреливать своих единомышленников. Просто для того, чтобы возмутить общественность и кинуть разъяренную толпу на штурм. Сказано, сделано. Нацисты начали убивать как недовольных граждан, так и милиционеров. Понесли трупы, но никто не собирал независимых комиссий для расследования убийств. Никто не определял сектора обстрела, никто не проводил вскрытий в присутствии комиссий, извлекая из тел пули, не брали анализы крови на алкоголь, наркотики и психостимуляторы. Ну вот, милицейские стволы, они все отстреляны. Через пули-гильзотеки установить стрелявшего – дело 5 минут. Ничего этого не делали. А значит, нацисты заметали следы собственных убийств. Милиционеры честно выполняли служебный долг, стояли перед озверевшей толпой безоружные. И только после того, как сотрудников начали убивать, открыли ответный огонь по вооруженным террористам. Но было уже поздно. Демократический президент Янукович предал защищавшую его милицию. Янукович предал народ, предал страну и убежал. Надо понимать, даже своих подельников-олигархов кинул. По сообщениям украинских СМИ, сел сразу на 8 самолетов на русский десантный корабль и скрылся в неизвестном направлении. Долго не могли разобраться, где же Янукович, на Украине или в Украине. Оказалось, в России. Ну а пока искали Януковича, совершившие коричневый государственный переворот нацисты бросились избивать и убивать тех, кто исполнял служебный долг и пытался сохранить в Киеве порядок. Разом их богато. И вот начались рейды по домам и квартирам с захватами и похищениями людей, с пытками и убийствами. Ну, благо, опыт издевательств, пыток и убийств у наследников Бандеры богатейший. Далее бандеровцы ломанулись по городам Украины, захватывать здания администраций, избиениями и пытками ломая руководство. Это все элементы демократии в нацистском понимании. Это коричневая революция. Захватив власть в доведенной всенародно избранными демократическими президентами стране, нацисты взяли управление в свои крепкие руки. Перво-наперво, под присмотром террористов в масках, начали валить статуи Ленина. Это любимое занятие вандалов. Статуи Ленина, памятники советским воинам-освободителям, памятник Кутузову. А что не могут повалить, старательно загаживают свастиками и своими скотскими лозунгами. Многим у нас непонятно, что памятники Ленину – это памятники русские. Нацисты не Ленина валят, нацисты демонстрируют ненависть к России и русским. Это сначала Ленин и коммунизм, а далее выяснится, что все коммунисты русские, и они должны ответить за все. Вот ты равнодушно смотрел, как валили Ленина? Не удивляйся, когда придут валить тебя, ибо антисоветчик, он всегда русофоб. Далее забегали по домам Януковичей и Пшонок. Колхозный ремонт Евромайдаунов просто потряс. Оказывается, украинский президент живет богаче Силюка из-под Львова. Вот это поворот! Но почему-то никто не побежал по домам предводителей майдаунов. А ведь их дома стоят через дорогу от Януковича. А ведь в их домах то же самое, если не смешнее. Никто не побежал по домам олигархов, где действительно с наворованным все в порядке. Бестолковых направили в дом к Януковичу. Для пропаганды этого достаточно. Ну, плюс барахло украли, машины угнали, наживились кто как мог. Далее в Раде под присмотром террористов в масках зазвучали важнейшие призывы.
Первонаперво предложили запретить на Украине русский язык, что неудивительно для нацистов. Вот у большевиков первые декреты были о мире и о земле, а у бандеровцев о запрете русского языка. Несомненно, запрещение русского – важнейшая задача для разоренной страны с убитой экономикой. Далее заорали, что для русских надо ввести паспорта не граждан, как в Прибалтике. Закрыть русские школы, запретить вещать русским телеканалам и тому подобные интеллектуальные задвиги. Ну и, само собой, потребовали отменить законы, осуждающие преступления нацизма. Ну, потому что если преступления совершают бандеровцы, например, вырезали 80 тысяч поляков в Волыни, это хорошие преступления, нужные и полезные для Украины. Ну, почему именно это на повестке дня? Почему не экономика? Да потому что у власти нацисты, и задачи перед ними стоят нацистские. Почему так происходит? А потому что на смену оранжевым приходят коричневые. Отдельные персонажи из числа майдаунов тут же заблеяли, что они стояли на Майдане не за нацистов, а против Януковича. Когда-то они точно так же привели к власти Ющенко и также блеяли, что они стояли против Кучмы. Данное блеяние есть проявление редкостной тупизны. Это вы стояли вместе с нацистами, это вы прыгали вместе с нацистами, это вы стояли за нацистов, это вы привели нацистов к власти. Так что вы были не против Януковича, вы были за нацистов. Кстати, характерный штрих. По утверждению майдаунов, Янукович и его семейство пользовались властью, воровали и вывозили за бугор миллиарды. А вот с цивилизованного Запада почему-то никто ни слова не сказал. Это потому, что вывозимые на Запад миллиарды крайне полезны для западной экономики. Ворованные, не ворованные, это не важно. Кризис на дворе и вообще капитализм. Точно так же никогда и ничего не говорят про деньги, которые воруют в России и вывозят за кордон из России. Типа никто не знает, что это за деньги, чьи они. Вспомнят про них только после государственного переворота, арестовывая счета и имитируя праведный гнев. В общем, что там в итоге-то? Скоро в Украинской Раде все будут сидеть в масках, а в президиуме в знак принятия решений поджигать покрышки. Решения будут принимать одно полезнее другого. Резать, вешать, душить, топить, запрещать, наказывать, изгонять. Ну, как положено при демократии, когда к власти приходят нацисты. Евроинтеграция? Европа в кризисе, денег на раздачу у них нет. Никто и ничем помогать Украине не будет. Им со своими Грециями, Португалиями, Испаниями и другими передовыми экономиками не разобраться. Чего уж там Украина. Надо ли было Украине соглашаться на сотрудничество с Россией, у которой деньги есть? 0,01% населения Украины решило, что нет, не надо. Надо, наоборот, подставить очко Западу, раздвинуть булки и замереть в предвкушении удовольствия. Удовольствие не замедлит проявиться. В страну без вазелина войдет НАТО и поставит ракеты прямо у границ России. Но вот эта поза раком, в которую поставили страну нацисты задницей на Запад, она политически не сильно полезна. Потому что с Востока могут что-нибудь синхронно заправить за щеку. Ну а если ты, будучи гражданином России, приветствуешь нацистский переворот на Украине, ты приветствуешь продвижение НАТО к нашим границам. Чьи ценности ты отстаиваешь? Русские? Нет, ты приветствуешь унижение и оскорбление русских. Ты приветствуешь этнические чистки, убийства и геноцид. С твоей точки зрения, ракеты НАТО, направленные на наши города, на наши дома, детские сады и школы, должны стоять у наших границ. Ты выступаешь за уничтожение России. То есть ты либо полный дурак, либо осознанный враг. Ну, хотя, судя по нашим деятелям, скорее всего, и то, и другое сразу. Само собой, не всем на Украине государственные перевороты нравятся. Не всем нравятся нацисты. Не всем нравятся политические замашки нацистов. Но что нормальный гражданин, который ежедневно ходит на работу и занимается семьей, может противопоставить вооруженным агрессивным уродам, которых годами натаскивали в лагерях?
Практически ничего. Он не состоит в организации военного типа. У него нет схрона с оружием. Но это вовсе не значит, что данный гражданин не найдет себе оружие, не возьмет оружие в руки и не будет защищать себя, свою семью, свой город и свою страну. А это значит, майдауны, приведшие к власти нацистов, спихнули страну в гражданскую войну. Это ты, скакавший на Майдане, привел к власти нацистов. Это ты, скакавший на Майдане, разжигал на Украине гражданскую войну. И это ты, скакавший на Майдане, пытаешься разжечь Третью мировую. И отвечать за это будешь тоже ты. И ты спросишь, а как же Россия? Нас это касается? Конечно, касается. Нам не все равно, что творится у наших границ. Нам не все равно, что происходит с русскими за границами России. Россия поможет русским там, где на их жизни и здоровье посягает разнообразная мразь. А если понадобится, в том числе и военной силой. Говорят, бандеровцы уже готовятся к приходу российских войск. Ставят на место памятники Ленина, убирают засранный Майдан. А на сегодня все. До новых встреч. На канале Гоблина смотри следующие ролики. Опергеймер про компьютерные игры. Гоблин Ньюс. Трезвый взгляд на окружающий бардак. Синефил. Новости кино. Культура. Шедевры мировой литературы на видео. Бытовая техника в цепких лапах. И все это в исполнении Гоблина. Если ты еще не подписался, немедленно подпишись.